Кекс с изюмом – классика жанра. Прекрасно подойдет как для пасхального, так и для рождественского периода, ведь именно в это время у многих есть заготовки сухофруктов. Но и в любое другое время года такой кекс – отличная идея. Он прост в приготовлении, невероятно ароматный, с насыщенным вкусом. Все ингредиенты, в особенности такие как сливочное масло, яйца, они должны быть комнатной температуры для лучшего объединения между собой. Вначале нужно взбить миксером масло с сахаром на средней скорости. Масса должна стать светлой, воздушной и пышной. Этот этап занимает около 3-5 минут. Теперь вводим яйца, добавляя их по одному. После каждого яйца хорошо взбиваем смесь, чтобы она оставалась однородной. Когда яйца и масло плюс-минус одной температуры, тесто не будет расслаиваться, а станет гладким, шелковистым и однородным. Чтобы быстро нагреть яйца из холодильника до комнатной температуры, я часто пользуюсь таким лайфхаком. Просто ложу их в теплую воду на 10-15 минут. Чтобы кекс получился по-настоящему с насыщенным вкусом, важно заранее замочить изюм. Для этого подойдут ром, бренди или коньячный ликер. Чаще всего я использую темный ром. Замочите изюм минимум на 2-3 часа, а лучше на всю ночь. А еще лучше сделать заготовку задолго до. В пасхальный рождественский период я замачиваю сухофрукты не меньше, чем за месяц до праздника. Также можно замочить изюм в апельсиновом соке. Почему важно замачивать? Изюм впитывает жидкость, становится более сочным и во время выпекания не вытягивает влагу из теста во время выпечки. В результате кекс получается не сухим, а мягким и нежным. Также заранее вымоченные сухофрукты способствуют более длительному хранению выпечки. Она дольше не черствеет. После того, как соединили изюм с яично-масляной смесью, добавьте разрыхлитель к муке и просейте через сито к основной массе. При просеивании мука насыщается воздухом, что делает тесто более легким и воздушным. Это не только актуально для бисквитов, но и для кексов, которые также должны быть мягкими, а не плотными и забитыми. Также просеивание помогает равномерному распределению разрыхлителя в тесте. Жидкие и сухие ингредиенты важно не перемешивать слишком долго. Как только тесто стало однородным, сразу останавливаемся. Форму для выпечки я смазываю сливочным маслом. Можно также выстелить пергаментом, чтобы кекс легче вынимался после выпечки. Кексовое тесто получается достаточно густым, поэтому удобнее всего выкладывать его в форму столовой ложкой, а потом также ложкой распределить его по всей форме. Если у вас есть время, то можно дать кексу постоять в форме в холодильнике хотя бы 30 минут. Можно вообще кекс оставить в холодильнике на ночь. Это очень полезно для плотных масляных кексов. Отдых в холодильнике также поможет ароматам лучше смешаться и раскрыться, особенно если в составе есть алкоголь или какие-либо ароматические ингредиенты. В этот раз я кекс в холодильник не отправляла, сразу выпекала в предварительно разогретой духовке до 165 градусов, примерно 50-60 минут. После приготовления обязательно дайте кексу полностью остыть. Кекс получается невероятно вкусным, ароматным, который раскрывает свой вкус благодаря предварительному замачиванию сухофруктов. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока!